Добрый день! Очень часто пользователи посудомоечных машин группы Bosch, это Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, сталкиваются с такой проблемой. Посудомойка постоянно гудит, не реагирует на нажатие клавиш, горит индикатор краник, и если есть дисплей, горит код неисправности E15. Все это говорит о протечке внутри машины. Но, возразите вы, я не вижу никакой воды, ничего у меня нигде не протекает. Так вот, вышеописанные признаки говорят об активированной системе Aquastop, которая не позволяет видеть воду вам и, самое главное, вашим соседям снизу. Причины протечек могут быть разные, но в подавляющем большинстве случаев эта проблема связана с конструктивным недочетом посудомоек Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff. Течь в этих посудомоечных машинах возникает в уплотнении между пластиковой сливной чашей и нержавеющим баком. Так как же избавиться от подобной проблемы? Метод номер один. Советы из интернета, или бездумный метод, как я его называю. Многие советчики, а также гуру форумов советуют наклонить посудомоечную машину на бок, из нее выльется небольшое количество воды, и она заработает. И действительно это так. Действительно, после того, как из машинки выльется вода, она заработает. Но только ненадолго, потому что причина неполадки не была выяснена, а были устранены лишь последствия этой неполадки, которые не заставят себя долго ждать. Используют подобный метод люди, которые либо не хотят думать, либо не хотят платить за услуги. Также данный метод используют различные говномастера под разными ширмами. Целью их стоит срубить с вас побольше денег, а не отремонтировать технику. Данный метод, как правило, приводит к тотальному выходу из строя посудомоечной машины. Метод номер два. Это дендрально-фекальный, или проще говоря, из говна и палок. Используют подобный метод говномастера, которые желают лихо так сэкономить на расходниках. Состоит этот метод в том, что уплотнение, которое протекает, восстанавливается с помощью герметика. Хороший герметик сравним по стоимости с ремкомплектом от протечек, о котором я расскажу дальше. Исходя из того, что в целях великой экономии герметик используется не самого высокого качества, адгезия данного герметика к пластику под длительным воздействием агрессивной окружающей среды в виде щелочи, воды, перепада температур снижается. И все это приводит к тому, от чего мы и пришли, то есть опять к протечке. Но надо отдать должное, данный метод гораздо более эффективен, чем первый. Хватает его на гораздо длительное время, но также не навсегда. Все зависит от качества герметика и от соблюдения технологии его нанесения. Еще одним минусом данного метода является трудоемкость и длительность по времени процесса. Метод третий. Цивилизованный, или который использую я. В компании Bosch уже давно знают о проблемах с протечками, и уже давно выпущен ремкомплект 120-057-44, который устанавливается между нержавеющим баком и сливной чашей. В интернете очень много видео по монтажу данного ремкомплекта, поэтому заострять на этом внимание я не буду. Скажу лишь одно. Практика, которая, как все мы помним, является критерием истины, говорит о стопроцентном устранении протечек между сливной чашей и баком на весь срок службы посудомоечной машины. Рассмотрим вопрос, стоит ли ремонтировать посудомоечную машину с подобной поломкой. Но первые два метода я бы не советовал использовать ни при каких обстоятельствах. Ни к чему хорошему они не приведут. Далее выясняем, какой ширины ваша посудомоечная машина. В случае, если ваша посудомоечная машина шириной 45 см, однозначно да, стоит ремонтировать. Стоимость ремонта небольшая, рисков минимум, а результат вас обрадует. А вот с посудомоечными машинами шириной 60 см ситуация не столь однозначна. Здесь все зависит от того, где изготовлена посудомоечная машина. Узнать, где изготовлена ваша посудомоечная машина, можно по гравировке на двери посудомойки. Открывайте дверь и по центру, либо левее от центра видите надпись «Сделано в Германии», «Сделано в Польше», «Сделано в Турции» на басурманском языке. Так вот, в случае с Германией и, как ни странно, Турцией, все в порядке, ремонт будет без подводных камней. А вот в случае с Польшей стоит задуматься над целесообразностью ремонта.
Наши польские друзья немного изменили схему сборки бака так, что цивилизованный метод ремонта в случае протечек невозможно применить. Итак, подведем итог. Первое и самое главное. Устранять проблему нужно только после объективного выяснения причины ее возникновения. Второе. Посудомоечные машины, сделанные в Германии и в Турции, можно и нужно ремонтировать цивилизованным методом. Это дает стопроцентную гарантию результата при качественном монтаже. Третье. Посудомоечные машины Bosch, Siemens, NEF, изготовленные в Польше, не подлежат цивилизованному методу ремонта. При протечках бака данных машин они превращаются в чемодан без ручки. И что с ним делать, уже решать пользователю. На этом все. Если у вас остались какие-либо вопросы по данной теме, обязательно напишите их в комментариях. Также не забываем подписываться и ставить лайки. До свидания.